В Евросоюзе есть только одна страна, где на промышленном уровне разделяют редкоземельные элементы, и это Эстония. В 2024 году суммарный экспорт продукции металлообработки стран Балтии превысил 4 миллиарда евро, с учетом реэкспорта и активной кооперации внутри региона. Это только самые крутые факты о металлургии и металлообработке региона. Хотите знать больше? Смотрите дальше. Здравствуйте! Вы на канале Андрея Деменкова «Реальная Балтия». О том, как на самом деле живут и развиваются Эстония, Латвия и Литва без мифов российско-белорусской пропаганды. В конце июля вышло первое видео большого цикла об обрабатывающей промышленности стран Балтии. В нем я рассказал, какой была индустрия в конце советского периода, через какие потрясения она прошла в 90-е после открытия мировому рынку и к каким результатам пришла сегодня. Тогда разговор шел в основном на уровне общей статистики. Затем последовали отраслевые выпуски с конкретными примерами предприятий в Эстонии, Латвии и Литве. Серия оказалась заметно больше, чем я планировал изначально. Уже вышли обзоры пищевой промышленности, легкой промышленности и стройматериалов, 2 серии о лесообработке и еще 2 о химической отрасли. Все они собраны в одном плейлисте, ссылку найдете в описании. Очередной выпуск, уже 6-й по счету, посвящен металлургии и металлообработке стран Балтии. Его давно уже видели спонсоры проекта, большое спасибо за поддержку, друзья, а сегодня он поступил в открытый доступ. Но прежде чем перейти к металлургии и металлообработке, я сделаю небольшое отступление. Есть еще одна, довольно специфическая отрасль промышленности, которой до сих пор не нашлось места, поэтому я определил ее в этот выпуск. Есть такая специфическая отрасль – производство музыкальных инструментов. Единственный в странах Балтии относительно крупный и весьма именитый производитель – таллинская фабрика роялей Estonia Klaveri Fabrik. Была основана еще в 1929 году, в эпоху первой независимости, и уже тогда имела немалый успех у ценителей хорошей музыки. В середине 90-х оказалась в предбанкротном состоянии, но затем ее выкупил эстонский пианист и предприниматель Индрик Лауль, который учился в Нью-Йорке. Лауль сумел наладить сбыт роялей в США и Канаду, причем по весьма высоким ценам. На сегодня около 40 работников в год выпускают до 180-200 роялей 5 моделей. Почти все идут на экспорт, в основном в Северную Америку. Часть продаж приходится на азиатские рынки, включая Японию и Южную Корею. Цена одного рояля, в зависимости от модели и отделки, колеблется от 30 до 70 тысяч евро. Рояль Estonia имеется даже в здании штаб-квартиры Совета Европы в Страсбурге. Это фото я сделал в 2009 году во время экскурсии. Компания регулярно участвует в международных выставках музыкальных инструментов, поддерживает программы для молодых пианистов и остается одним из немногих производителей роялей в Европе, сохранивших полный цикл производства на своей территории. Более того, рояли Estonia уже в конце 2000-х пробились в верхние ряды второй десятки лучших в мире 80 производителей по версии авторитетного мирового рейтинга инструментов Piano Book. А теперь перехожу непосредственно к теме выпуска. Исторически сложилось так, что металлургия слабо развита во всем регионе. Здесь нет гигантских запасов угля, как на украинском Донбассе и в германском Руре, или железной руды, как на шведском севере, где находится мощный центр металлургии Лулео. Да и потребление не столь велико, чтобы большим спросом притягивать к себе производство металлов. И все же, еще в 1882 году в Либаве, Лиепае, выходцами из Германии был основан завод передельной металлургии. Подробнее я рассказывал о нем в 6-й части сериала о нашей досоветской промышленности. Предприятие пережило немало сложных моментов. Во время Второй мировой было почти уничтожено, но все же восстановлено. В 1997-м Лиепаес Металлургс был приватизирован. В середине 2000-х и начале 2010-х прошел через основательную модернизацию. В 2012-м обновленный вышел на проектную мощность 850 тысяч тонн готовой продукции. Однако не справился с кредитной нагрузкой, в 2016-м банкротился и закрылся. Но на его территории уже работают новые предприятия. Один пример будет приведен позже, в выпуске о машиностроении.
В Эстонии, в Муга, в 2003 году американо-нидерландскими инвесторами был построен крупный завод по оцинковке стального проката. Я уже рассказывал о нем в первой части этого обзора. Кризис 2008-2009 годов убил предприятие в его изначальном виде. Оно продолжает жить в качестве логистического терминала порта Муга. Есть еще одна подотрасль металлургии – литейное производство, которое занимается литьем заготовок или готовых изделий из предварительно расплавленных черных и цветных металлов. В странах Балтии она тоже не особенно развита, хотя всегда существовали литейные цеха при машиностроительных и металлообрабатывающих предприятиях. Есть они и сегодня, но в масштабах говорить о которых особенно нечего. К примеру, в Эстонии только у машиностроительного концерна BLRT Group имеется свой литейный цех, который выпускает в год порядка 1500 тонн различного чугунного литья. Однако ситуация начинает меняться. Интенсивное развитие машиностроения и металлообработки в последнюю четверть века вызвало повышенный спрос на литье. В итоге все тот же концерн BLRT Group осенью 2025 года начал строительство нового литейного завода в Кохело общей стоимостью 14 миллионов евро. Предприятие начнет работу уже осенью 2026 года. На нем будет занято около 70 человек. Благодаря новому заводу концерн сможет утроить выпуск чугунного литья и существенно расширить ассортимент получаемой продукции. Вместе с тем, здесь же в Эстонии действует металлургическое предприятие, совершенно уникальное не только для Балтии, но и для Европы в целом. Завод Silmet в Силомяе основан в годы первой независимости Эстонии скандинавскими инвесторами, как предприятие по переработке горючего сланца в сланцевое масло. В советское время занимался обогащением урана, поступавшего из Восточной Европы. В 1990-е он был приватизирован и перепрофилирован, и сегодня свыше 300 работников предприятия, которое принадлежит канадскому концерну Neo Performance Materials, занимается выпуском редких металлов, в основном ниобия и тантала. Примерно 10 и 20% мирового объема соответственно. Еще Silmet обеспечивает 2-3% глобального потребления редкоземельных элементов, прежде всего церия и лантана. Более того, кроме Китая, только Silmet производит не один, примерно 5% мирового выпуска. Мощности предприятия составляют около 3000 тонн редкоземельных продуктов и 700 тонн редких металлов в год. Silmet – единственное в Европе промышленное предприятие, способное производить разделение редкоземельных элементов в промышленных масштабах. Продукция ориентирована не только на металлургические компоненты, но и на редкоземельные оксидные продукты, востребованные в электронике, энергетике и автомобилестроении. Продажи компании в 2024 году составили почти 47 миллионов евро, порядка 90% которых пришлось на экспорт, в основном в Китай, США, Японию и Германию. Неодим Silmet станет главным сырьем для нового завода Neo Performance Materials стоимостью 100 миллионов евро, первая очередь которого уже построена в Нарве. Из него там будут делать постоянные магниты, позарез необходимой европейской промышленности. Предполагается обеспечить порядка 15% потребностей ЕС. Причем это будет готовый продукт для конкретных моделей двигателей электромобилей, что и скажется на большом количестве задействованной рабочей силы, не менее 1000, включая разработчиков электродвигателей, когда завод заработает на полную мощность. На первом же этапе, в первой половине 2026 там будет 350 работников. Сейчас речь пойдет о немного скучной и не особенно популярной отрасли, на которой, тем не менее, держится значительная часть промышленности – машиностроение и крупное строительство. Металлообработка обычно остается в тени этих отраслей и нередко упрятана внутри машиностроительных предприятий, которые сами производят для своих нужд металлоконструкции и детали. Это существенно затрудняет обзор сектора как самостоятельной отрасли. Чтобы избежать путаницы, для сопоставимого анализа металлообработки в странах Балтии я решил опираться на узкое статистическое ядро отрасли – производство металлоизделий, код NACE C25. Этот код охватывает предприятия, которые занимаются преимущественно металлообработкой, резкой, сваркой, гибкой механообработкой и сборкой металлоконструкций и металлических изделий без выпуска машины и оборудования как конечного продукта. Именно по C25 доступны сопоставимые данные по занятости между странами и частично по другим показателям отрасли. По данным Евростата, в секторе C25 в 2024 году было занято около 14 тысяч человек в Эстонии, почти 12 тысяч в Латвии и 20,5 тысяч в Литве.
Оборот предприятий сектора в Эстонии составил 1 800 000 000 евро, 1 миллиард в Латвии и свыше 2 миллиардов в Литве. Таким образом, по обоим базовым показателям и по обороту, и по числу занятых Литва уверенно лидирует, Эстония формирует вторую по масштабу группу, а Латвия остается существенно меньшей по размеру металлообрабатывающего сектора. Однако масштаб отрасли – лишь часть картины. Для оценки эффективности корректнее смотреть не на оборот, а на добавленную стоимость, поскольку именно она отражает объем стоимости, создаваемой внутри экономики. По данным Евростата за 2023 год, последний доступный по этому показателю, добавленная стоимость на одного занятого в секторе Си-25 составила в Эстонии почти 38 тысяч евро, в Латвии больше 30 тысяч, а в Литве почти 36 тысяч евро. Разница между Эстонией и Литвой здесь невелика и не носит принципиального характера. Обе страны находятся примерно в одном диапазоне производительности. Латвия заметно отстает, что хорошо согласуется с меньшим масштабом сектора и более фрагментированной структурой предприятий. Но эти данные не говорят о необычайной эффективности одной страны и неэффективности другой. В значительной степени речь идет о различиях в структуре отрасли, уровне автоматизации, типах заказов и месте предприятий в международных цепочках поставок, то есть о степени переработки сырья и полуфабрикатов. Для оценки внешнего масштаба металлообрабатывающего сегмента целесообразно использовать данные внешней торговли по товарной группе металлы и изделия из них CNXV. Это не тождественно отрасли Си-25, но в условиях отсутствия развитой классической металлургии в странах Балтии хорошо отражает внешний результат металлоемкого сегмента экономики. В 2024 году экспорт товаров в группе CNXV у Эстонии составил 1 400 000 000 евро, из которых примерно 1 100 000 000 пришлись на продукцию эстонского происхождения без учета реэкспорта. Латвия без малого 1 100 000 000 евро экспортных поставок. К сожалению, данных по реэкспорту найти не удалось. Литва вывезла продукции на сумму свыше 1 800 000 000 евро. При этом экспорт литовского происхождения составил более 1 300 000 000. В Эстонии и Литве доля реэкспорта составляет порядка 20-27%. Латвия, она, по всей видимости, также значительна с учетом роли страны как торгово-логистического узла. В итоге металлообработка в странах Балтии предстает как развитая, экспортно-ориентированная и структурно важная отрасль, пусть и не всегда заметная на фоне машиностроения и строительства. Литва – крупнейшая по масштабу и занятости с широкой и разнообразной структурой сектора. Эстония – страна с меньшим абсолютным масштабом, но с наиболее высоким уровнем производительности и более плотной структурой металлообработки. У Латвии более компактный и фрагментированный сектор, играющий меньшую роль в промышленной структуре страны. Теперь рассмотрим несколько весьма показательных примеров. Начну с компаний, глубоко интегрированных в глобальные производственные цепочки. В 2008 году в Швеции была основана компания Hansa, которая занялась выпуском высокотехнологичного промышленного оборудования. Дела быстро пошли в гору. Клиентами стали такие именитые гиганты, как ABB, Saab, Siemens, Mitsubishi. Компания превратилась в международный конгломерат с производственными кластерами в разных частях Европы и даже в Китае. Один из важнейших находится в Эстонии, где действуют аж 3 самостоятельные фирмы – в Таллине, Тарту и Нарве. В общей сложности на этих площадках занято порядка 1000 работников. Суммарный оборот в 2024 году превысил 140 миллионов евро. Ну а теперь окажем предприятие подробнее. Hansa Mechanics Tartu – точка силы Hansa в Эстонии. Центр по контрактной металла и механообработке. Листовой металл, лазер-штамповка гибко, сварные рамы и корпуса, токарно-фрезерные операции, окраска и сборка. Работает как удлинитель производственных цепочек европейских ОИМ. Берет на себя металлоконструкции и механоузлы с готовностью к встройке на финальной сборке заказчика. В 2024 году выручка составила 72 миллиона евро, почти 90% дал экспорт, в основном в Швецию, Финляндию и Бельгию. Занято 480 работников. Hansa Mechanics Tallinn – младшая сестра тартуского подразделения, хотя и находится в столице. Исторически занимается листовым профилем, бывший Фавор, лазерная резка, гибка, сварка, окраска, сборка узлов и средних корпусов для машиностроения, энергетики и электроники. Площадка специализируется на сериях средней глубины с требованиями геометрии и чистоте поверхности. Выручка в 2024 году превысила 37 миллионов евро, при этом вся пришлась на внутренний эстонский рынок. Для предприятия такого масштаба дело небывалое. Персонал в среднем насчитывает 180 человек.
Фокус последних лет – снижение времени переналадки и повышение доли сквозных проектов. Полный цикл от заготовки до покраски и сборки, что повышает маржу и устойчивость загрузки. Hansa Mechanics Narva – одно из ключевых предприятий тяжелой механики и металлообработки в северо-восточной Эстонии. Завод ориентирован на выпуск крупных металлических конструкций, сварных узлов, рам, корпусов и механически обработанных деталей, включая тяжелые изделия весом десятки и сотни килограммов. Предприятие предлагает полный цикл работ – от резки и гибки металла до роботизированной сварки, механообработки, покраски, финальной сборки, тестирования и упаковки готовых изделий. Такой формат делает его одним из немногих заводов Эстонии, способных обеспечить клиенту полностью готовый промышленный продукт, а не только отдельные металлические компоненты. Продукция предприятия используется в строительной, горнодобывающей и складской технике, в энергетике и в производстве погрузочно-перегрузочного оборудования. В 2024 году здесь было занято около 260 сотрудников, оборот составил 33 миллиона евро. Что характерно, Hansa Mechanics Narva работает преимущественно на экспорт, свыше 95% оборота, выполняя заказы для крупных европейских машиностроителей. Это обеспечивает стабильную загрузку и интеграцию международной цепочки поставок. Основные покупатели продукции находятся в Финляндии, Нидерландах и Швеции. Fortaco Estonia – одно из крупнейших металлообрабатывающих предприятий не только северо-восточного региона, но и Эстонии в целом. Расположена также в Нарве. Компания зарегистрирована в январе 2012 года, но сама площадка имеет более долгую историю и сейчас входит в международную группу Fortaco Group, центр которой базируется в Финляндии и специализируется на производстве сложных стальных конструкций для тяжелой техники и машиностроения. Основное направление деятельности Fortaco Estonia – производство высокоточных сварных и механически обработанных стальных конструкций, прежде всего крупногабаритных узлов и корпусов для тяжелых машин, оборудования для горнодобычи, лесозаготовки, транспортной и строительной техники. Завод работает как контрактный производитель для крупных европейских машиностроительных компаний, выполняя полный цикл – от резки металла и сварки до механической обработки, контроля качества и покраски. В 2024 году оборот компании составил около 59 миллионов евро. 97% пришлось на экспорт, в основном в Финляндию. Значительные доли пришлись также на рынки Швеции, Испании и Польши. Fortaco Estonia – один из крупнейших работодателей региона. В 2024 году на предприятии работало в среднем примерно 400 человек. Как уже говорилось ранее, в Латвии меньше крупных предприятий металлообработки, чем в Эстонии. Однако и здесь есть довольно примечательные примеры. MEJ Metals – крупнейшая компания в Латвии и одна из ведущих в Балтии, специализирующаяся на лазерной резке, гибке листового металла и изготовлении металлоизделий. Основанное в 2010 году, предприятие быстро разрослось. Сегодня это более 20 машин, которые ежедневно обрабатывают около 40 тонн металла на производственной площади свыше 10 тысяч квадратных метров. Более 160 работников. В 2023 году выручка компании превысила 49 миллионов евро. Основную часть объема составляет экспорт в страны Евросоюза, прежде всего в Скандинавию. В конце 2022 года EMJ привлекла стратегического партнера – крупную американскую компанию Amari Metals, что стало крупнейшей сделкой металлообработки Балтии. Это откроет доступ к расширенным рынкам и сырьевым ресурсам, сохраняя при этом бренд и менеджмент EMJ. АКГ Thermotechnik Lettland находится в Елгаве, дочерняя компания немецкой АКГ Group. Основная специализация на теплообменниках и радиаторах для строительной, сельскохозяйственной и спецтехники. Полный цикл металлообработки алюминия и стали. Резка, штамповка, пайка и сварка. Механообработка, окраска, сварка узлов. Логистические предприятия ориентированы на экспортные цепочки OEM-производителей в ЕС и Северной Америке. В 2024 году выручка составила без малого 37 миллионов евро, персонал 340 человек. Предприятие регулярно обновляет оборудование, в том числе печи пайки, и расширяет линейку для новых платформ техники за счет модульных конструкторов узлов и сокращения срока доводки. Scandia Steel Baltic основана в 2007 году и входит в международную группу Scandia Steel, которая специализируется на производстве стальных труб, трубных свай и профильных металлоконструкций. Предприятие расположено в городке Кретинге. Основная деятельность компании – производство трубчатых свай и стальных труб для фундаментов, инфраструктурных и строительных проектов, а также выпуск профильных полых изделий. Продукция используется в строительстве промышленных и гражданских объектов, в геотехнике, в инженерных сооружениях. На заводе работает свыше сотни сотрудников. Оборот в 2024 году превысил 57 миллионов евро. Хотя официальная статистика экспорта не опубликована, Scandia Steel Baltic работает в структуре группы, ориентированной на скандинавский рынок и фактически является ее производственной базой в ЕС.
Компания интересна тем, что в отличие от типичных производителей металлоконструкций, она имеет узкую геотехническую специализацию – производство свай и труб для фундаментов. Это сегмент, чувствительный к качеству металла, сертификации и технологическим стандартам. Будучи частью группы Scandia Steel, а через нее инвестиционного холдинга Storskogen, литовское подразделение получает доступ к капиталу и технологическому развитию, что отражается на стабильности и росте финансовых результатов. Peico Lietuva – литовское производственное подразделение международной Peico Group, одного из крупнейших европейских производителей стальных соединительных систем и композитных конструкций для строительной индустрии. Предприятие является частью финской группы, и именно литовские заводы играют важную роль в ее общеевропейской производственной сети. Основная специализация Peico Lietuva – серийное производство инженерных стальных изделий, анкерных систем, соединительных элементов, балок и узлов для сборного и монолитного строительства. Это не проектная металлообработка в классическом смысле, а индустриальное серийное производство, ориентированное на стандартизированные, технологически сложные изделия с высокой добавленной стоимостью. Ключевая особенность Peico Lietuva – глубокая интеграция металлообработки с инженерией. Компания не просто режет и сваривает металл, а выпускает серийные строительные решения, которые являются критически важной частью современных технологий быстрого и индустриального строительства. Это выводит предприятие за рамки обычных металлоконструкций и сближает его с промышленным машиностроением, но без перехода в производство машин как таковых. Всего на заводе в Каунасе занято примерно 330 работников. Оборот в 2024 году превысил 49 миллионов евро. Производство работает практически полностью на внешний рынок. Продукция экспортируется в страны ЕС, Великобританию и другие регионы. Теперь речь пойдет о тех, кто сохранил самостоятельность, но тоже в основном сумел найти свои ниши на глобальном рынке. Эстонская компания Metaprint специализируется на производстве металлической упаковки, прежде всего аэрозольных баллонов и металлических контейнеров разного размера и назначения. Компания имеет более чем вековую историю, корни производства с конца 19 века, и принадлежит эстонскому капиталу. Основной профиль – стальные и алюминиевые аэрозольные баллоны и другие металлические упаковочные элементы с нанесенной декорацией или без нее. Продукция используется в различных отраслях, включая технические аэрозоли, косметику и пищевую промышленность. Metaprint входит в число крупнейших производителей аэрозольной металлической упаковки в Европе и относится к верхнему эшелону отрасли с выпуском сотен миллионов аэрозольных баллонов в год на предприятиях в Эстонии и Нидерландах. В Эстонии в 2024 году было занято свыше 250 работников. Оборот превысил 92 миллиона евро, из них 78 миллионов пришлось на экспорт, в основном в страны Евросоюза. Marketex Offshore Constructions – один из наиболее наглядных примеров того, как вплетена металлообработка в машиностроение. Фирма входит в уже упоминавшийся сегодня ведущий эстонский машиностроительный концерн BLRT Group, который вырос из Балтийского судоремонтного завода в Таллине. Рассказ о машиностроительном ядре еще впереди, сегодня о металлообрабатывающей дочке. Предприятие выпускает крупногабаритные стальные конструкции и модули, корпуса, резервуары и узлы для офшорной ветроэнергетики, нефтегазовой отрасли, а также для оборудования, работающего под высоким давлением и при теплообмене. Производственные площади и крановые мощности судостроительного завода позволяют работать со сверхтяжелыми изделиями, что не часто встречается в Балтии и дает компании дополнительное преимущество на рынке. Всего на предприятии в среднем занято 170 человек. Оборот в 2024 году превысил 30 миллионов евро. Свыше 95% продукции поставляется на экспорт, в основном в Норвегию, где главные партнеры – местные компании по производству нефтедобывающих морских платформ. Tarmetec – предприятие металлообработки и производства металлоконструкций, расположенное в Тарту, входит в Metec Group и принадлежит эстонскому капиталу. Компания работает с начала 2000-х годов и специализируется на изготовлении сварных и механически обработанных металлических изделий по заказу промышленных клиентов. Основной профиль Tarmetec – проектное и серийное производство металлоконструкций и металлических компонентов для различных отраслей. Продукция компании используется в медицинском оборудовании, пищевой промышленности, автомобилестроении, промышленном оборудовании, логистике и инфраструктурных решениях. Речь идет не о тяжелом машиностроении, а о точной и качественной металлообработке. Резка, гибко, сварка, механообработка, сборка и поверхностная обработка изделий из стали и алюминия. При этом Tarmetec предлагает заказчикам полный цикл изготовления металлических изделий, от подготовки производства до выпуска готовых узлов и конструкций. В
2024 году выручка компании составила 29 миллионов евро. Численность персонала превышала 200 сотрудников. Порядка 90% продукции поставляется клиентам за пределами Эстонии, в основном в Германии, Швеции, Польше, Финляндии и Франции. Polyurs – один из самых заметных латвийских производителей для коммунальной энергетики. Предприятие находится в Елгавском крае и выпускает промышленно изолированные трубопроводы и соединительные узлы для сетей централизованного тепло- и хладоснабжения, а также полимерные трубы и профильные изделия. Завод основан в 1991 году, а как производитель предизолированных трубопроводов работает с 1995. Polyurs подчеркивает широкую географию поставок от стран Балтии и Скандинавии до Великобритании, Франции, Швейцарии и Испании. А среди реализованных проектов указывает, например, поставки для инфраструктуры в Дохе, Катар. Ключевые цифры за 2024 год. Оборот 39 миллионов евро, средняя численность работников 110 человек. Серфос – литовская компания, работающая на стыке металлообработки и поставок металлопродукции для строительного и промышленного сектора. Предприятие основано в 1994 году, базируется в Каунасе и принадлежит литовскому капиталу. Основной профиль Серфос – переработка, комплектация и поставка арматурной стали, металлопроката и готовых металлических изделий для строительных компаний и промышленных заказчиков. По итогам 2024 года оборот Серфос составил 98 миллионов евро, численность персонала порядка 150 человек. Существенная часть продукции и услуг компании ориентирована на внешние рынки. Поставки осуществляются в страны Балтии, Скандинавии, Польшу, Великобританию и Украину. Серфос относится к числу крупнейших игроков литовского рынка арматурной стали и металлических изделий для строительства и инфраструктурных проектов и является характерным примером тихого крупного бизнеса, почти не представленного в публичном медиаполе, но играющего заметную роль в реальной промышленной экономике страны. Litnaglis – крупное предприятие металлообработки Литвы в сегменте метизов крепежа. Компания выпускает стальные гвозди для строительного рынка и отдельно гвозди для деревянных поддонов, а также ведет оптовое направление по катанке для производства гвоздей. Компания зарегистрирована в 2000 году, базируется в Плунге. Производственные мощности достигают 5500 тонн в месяц, что делает Litnaglis одним из крупнейших производителей в Европе. Почти вся продукция уходит на экспорт, в основном в страны Евросоюза. Выручка в 2024 году составила почти 82 миллиона евро. Средняя численность работников превысила 250 человек. Arginta Engineering – одно из крупнейших в Литве предприятий в сфере машиностроительной и металлообработки. Входит в промышленную группу Arginta Group, объединяющую компании инженерного и энергетического профиля. Литовские производственные площадки находятся в Вильнюсе и Паневежисе в общей сумме 13 тысяч квадратных метров. В 2021 году компания купила завод Турула в финском городке Outokumpu, добавив еще 19 тысяч квадратных метров. Компания специализируется на контрактном производстве металлоконструкций, узлов и корпусов для энергетического оборудования, транспортных систем, машин и установок. Предприятие выполняет полный цикл обработки – резку, гибку, сварку, механообработку, покраску и сборку готовых изделий. Большая часть продукции идет на экспорт, главным образом в страны Северной и Центральной Европы. В 2024 году оборот Arginta Engineering составил 39 миллионов евро, вместе с Турула свыше 60 миллионов. В Литве в компании работает 230 человек, с финской дочкой свыше 400. Компания Elmoris в Вильнюсе специализируется на выпуске металлических крышек для стеклянной тары, которые используются для пастеризации и стерилизации продуктов. Предприятие отчитывает свою историю с 1996 года и позиционирует себя как крупнейшего производителя лак-капс в странах Балтии и работающего на глобальном рынке. Производство у Elmoris не ограничивается штамповкой крышек. В публичных материалах подчеркивается индустриальная база и развитие продуктовых особенностей. Например, с 2015 года компания выпускает крышки без ПВХ с более чистым с точки зрения миграции веществ уплотнителем, что важно для чувствительных категорий продуктов. География продаж широкая. Компания указывает экспорт примерно в 50 стран, а также очень крупную мощность – до 125 миллионов крышек в месяц. В 2024 году выручка Elmoris составила 44 миллиона евро. Штат свыше 180 сотрудников. Важная инвестиционная веха последних лет – строительство в Вильнюсе нового производственно-складского комплекса для выпуска винтовых металлических крышек стоимостью около 20 миллионов евро и площадью порядка 26 тысяч квадратных метров, почти вдвое больше прежних площадей. Компания Iremus специализируется на индустриальном сервисе и металлообработке, работает вокруг тяжелых производств.
изготовление металлоконструкций и узлов, монтаж, ремонт и обслуживание промышленного оборудования, проектирование и техобслуживание, включая электромонтажные и технологические работы. Зарегистрировано в 1998 году, базируется в Юннамском районе. В корпоративных обзорах Иремос называется одним из крупнейших в Литве поставщиков услуг по металлообработке, изготовлению, монтажу и ремонту промоборудования. Отдельно отмечается, что компания была создана на базе ремонтных служб химического гиганта Ахема и долгое время развивала компетенции именно на обслуживании крупных промышленных объектов. В 2024 году оборот достиг почти 33 миллионов евро. Средняя численность сотрудников превышала 380 человек. Основная деятельность сосредоточена в Литве. По модели бизнеса это универсальный подрядчик для промышленности, от изготовления и сборки металлоизделий до пусконаладки и ремонта. В качестве клиентов в публичных профилях упоминаются крупные предприятия литовской промышленности, включая Орлен Литуа, Ахема, Vilnius Энергия, Ласко. Надеюсь, вас не слишком измотало перечисление множества несуществующих, согласно российско-белорусской пропаганде, предприятий стран Балтии. И озвученная информация была достаточно интересной, чтобы дослушать до конца. Ведь это была лишь разминка. Металлургия и металлообработка открывают вход в машиностроение, которое представлено в странах Балтии еще большим числом заводов. Это, по сути, ключевая отрасль обрабатывающей промышленности региона, с многомиллиардными оборотами и обширнейшим экспортом. А на сегодня все. До новых встреч!